Итак, давайте, что нужно знать о технических параметрах модели, чтобы легко работать на чемпионате беспрепятственно, без склеек и, соответственно, все успевать и зарабатывать свои кубки победные. Значит, внешность, как мы уже выяснили, не имеет значения, какую вы модель выберете. Если она будет мега-супер сложная визуально, я имею в виду, ничего страшного. Такие работы тоже имеют место быть, они нужны. Если вы классно умеете моделировать взгляд, работаете со сложными клиентами, это супер здорово, делаете такую работу. Если вы предпочитаете стандартную внешность, ну, так называемую типовую, тоже вариант неплохой. Здесь все на ваше усмотрение. Обычно пишется так: приятная внешность и чистая кожа. Приятная внешность, опять же, это все непонятно, что за приятное. Есть что неприятная внешность. Вообще говорить о том, что симпатичный человек приятный, неприятный, ну, как бы не хочется и не приходится. В плане симпатичные у меня вообще вкус очень специфичный. Людей очень много, люди разные. Ладно, это я отвлеклась. Короче, суть в чем? Что нам нужно выбрать более-менее приятную модель на ваш вкус, на ваше усмотрение, а также с чистой кожей, как говорят. Вы поймите, что если это очень сильное акне, то, конечно, лучше не брать. Если это мелкие недочеты во внешности, ничего страшного. Пользоваться косметикой регламентом не запрещено. Я всегда пишу своим моделям так: берите с собой косметику, то есть накрасьтесь заранее, и после того, как мы уже сделаем наращивание, вы придете в уборную, себя припудрите, губки подкрасьте, бровки подкрасьте, и все будет супер. Поэтому всю косметику декоративную модели могут использовать, даже необходимо использовать, только обязательно исключаем зону вокруг глаз. Не должно быть никакой туши на нижние ресницы обязательно, никакого карандаша, никаких ни стрелок, ни подводок. То есть глаза мы не трогаем вообще, глаза остаются совершенно нетронутыми. Это важно. А также, раз уж начала про подводки глаз, запрещены использование. Да почему я все время говорю использование моделей? Запрещено приглашать моделей с перманентом. То есть на технические параметры сложно оценивать работу, у которой есть стрелки или перманент. А второй момент: визуально, это тоже на визуальные критерии влияет. Например, если у нее выведена какая-то стрелка или есть межресничка, это все неблагоприятный фактор. Вас за это даже могут дисквалифицировать, поэтому будьте внимательны. Пойдем от меньшего к большему. Переходим уже непосредственно к качеству ресниц. Самое главное, что не должно быть, это пробелов и деформированных ресниц. Из-за неудачного предыдущего наращивания, например, случается такое, что природно не растет в какой-то зоне, в какой-то части ресницы. Это тоже нежелательный фактор. Далее, случаются такие моменты, когда вы экстренно вынуждены снимать ресницы вот непосредственно прямо перед стартом номинации. Это не всегда ваша работа, и вы не всегда знаете, что будет с моделью после снятия. У меня в том числе была такая ловушка, я чуть позже, ну прям кратко, быстро расскажу об этой истории. Значит, что может быть? Вы снимаете ресницы, а там ресницы поврежденные. Либо это пробелы, либо они очень тонкие, истонченные, прям вот совсем коротышечки. Они и короткие, изгиба нет. Здесь встает дилемма. Я сняла ресницы непосредственно перед чемпионатом. Брать было некого. Снимаю ресницы, а там беда. И пробелы, и, соответственно, ресницы все растут в разные стороны, непонятно, что делать. А модели нужна была длина, там 11, а даже 12. Вся ее внешность кричала о том, что нужна длина. Хорошо, что эта номинация была объем 6D, ну там 4-6D. Естественно, у меня максимальный объем, это понятно. Естественно, я всегда работаю в объемах только на тонких ресницах. Я хотела делать 0,3, но поняла, что если я поставлю 0,3, то вообще потеряется, даже 6D ее не спасет. Делаю 0,5 ресницами шестерной объем, но я была вынуждена либо ей ставить длину хорошую,
но это бы все отвалилось. Просто-напросто было бы просто огромное количество слетов, потому что площадь соприкосновения совершенно минимальная, она просто мизерная, и ресницы просто бы этого не выдержали. Соответственно, я делаю выбор, делаю ресницы короткие, то есть буквально там 9-10, по-моему, миллиметров я ей поставила, ну там несколько десяток в одной зоне. 9 миллиметров. Конечно, визуально это смотрелось, ну, очень спорно, реально очень спорно. Кто-то сказал из судей, что это прямо вау, а кто-то сказал, что, ну, пожалела как бы длины, могла бы сделать и длиннее. А не могла бы. Естественно, я отвечаю уже, когда вижу эти комментарии, я отвечаю на эти комментарии, но отвечаю сама себе. Поэтому не могла я сделать ей длину большую. То есть могла в теории, конечно, но это все бы просто-напросто у нее отлетело, только коснись пинцетами, потому что ресницам просто пришел конец. Это я так долго отвлеклась на отсутствие, на пробелы ресниц. То есть желательно знать, что за модель, желательно встретиться с ней заранее и посмотреть, нет ли каких-то пробелов, нет ли зон, где ресницы растут кривые. Направление может ресниц не зависеть от того, сняли вы предыдущее неудачное наращивание или нет. Природный рост ресниц может предполагать, что они просто-напросто кривые. Лучше таких моделей не брать. Это дополнительно для вас, как для мастера, будет сложность в работе, потому что очень неудобно ковыряться вот в этих всех криво растущих ресницах и выстраивать им правильное направление. Плюс, опять же, площадь соприкосновения минимальная, слетов вам просто-напросто не избежать. Все ваши великолепные ресницы там, или пучки окажутся у судьи на столе. Поэтому отсутствие пробелов и желательно ровные ресницы. Направление вниз, вверх или прямо сильной роли не играют. Вновь возвращаемся к тому, что если это вниз растущие ресницы, их нужно поднимать, изгиб большой, площадь соприкосновения может быть маленькой, слеты могут быть. Но опять же, не факт. Есть техники постановки ресниц таким образом, что даже на сильно вниз растущую ресницу изгиб хороший, там даже дэшку какую-то или там ЦЦ можно поставить без ущерба тому, что они будут мало проклеены и держаться не будут. Итак, ровное направление относительно друг друга. Идем дальше. Небольшое количество пушковых ресниц. Все и всегда первое, что надо делать, это кричать, чтобы были ресницы без пуха. Конечно, работать сложнее, когда очень много ресниц в стадии анаген или просто-напросто строение такое, что пуховых очень много, работать реально сложно, и грязь будет, и склейки будут, поэтому лучше не брать. Проверяйте модели на наличие пуховых ресниц на чемпионате на Неве в августе. Потрясающая работа в классике. Она не заняла, по-моему, никакого места, но это было просто удивительно. Я судила склейки. Работа была настолько идеально сделана. Ни единой склейки. Ладно, я вру. Может быть, это я сейчас для красного слова говорю, что не единый. Может быть, там где-то что-то одна или полторы там склеечки супер минимум были. У модели просто было все в пуховых ресницах. Они были густые, глаза глубоко посаженные, и было очень сложно работать с углами. Я была потрясена, насколько мастер сделала филигранно свою работу. Там не было ни склеек, ни грязи для такого количества пуховых ресниц и для такой густоты. И для такой посадки это колоссально была сложная работа. Я написала комментарий, может быть, этот мастер увидит это видео, ты молодец. Я прямо написала ей, вижу, что вам было очень сложно работать, модель реально сложная, но вы справились потрясающе. Работа супер. Но вот очень сложная. И это, кстати, была не высшая категория, там ни тренеров, ни судей, это была вот что-то вроде мастера или профи. И так тоже может быть, понимаете, у каждого своя фишка. Кто-то, может быть, и работает вот с такими ресницами супер классно. Вот такой талант. Здорово. Поэтому не всегда плохо брать модели с пуховыми ресницами. Как видно, это не всегда может повлиять на результат в негативном ключе, я имею в виду. Итак, далее у нас... Ну, давайте перед плотностью я скажу о густоте.
Конечно, принято брать средней густоты ресницы или густые. Густые, как правило, считаются предпочтительными, значит, у вас скорость очень высокая, вы успели все проработать. Но если это средние густоты ресницы, ничего страшного, все отлично, с ними тоже как бы легко просто работать, все нормально. Средняя густота отличная. Если это не чемпионат, который именно ставит планку, какое количество ресниц должно быть минимальным. Смотрите регламент внимательно. Я сталкивалась в последнее время с чемпионатами, они прямо пишут: мы запрещаем работать с ресницами редкими. Запрет, все. То есть редкие не берем. Уточняйте у организатора, уточняйте у своего чемпионата, что они имеют в виду, какие у них критерии, то есть все это конкретно узнавайте. Густые ресницы, конечно, если вы чувствуете в себе энергию, силу, что вы просто метеор, вы скорость, вы успеваете сделать густые ресницы, конечно, можете брать такую модель. Но лучше, если вы все-таки в таком более плавном, более-менее варианте работаете, средние ресницы средней густоты подойдут. Все зависит от следующего пункта, в который мы плавно сейчас перетекаем. Это длина века. От того, какая площадь, на какой площади мы работаем, и от количества. Это два параметра, они взаимодополняемые. Поэтому, если века короткая, ресницы густые, мы их успеем сделать. А если века длинное и ресницы густые, то, скорее всего, с такой моделью будет сложно работать. Но, безусловно, модели с длинным веком, с пропорционально длинным веком, с большими глазами, они смотрятся потрясающе. Они просто взмахнут своими вот этими нарощенными ресницами новыми. Это очень выигрышные работы, которые именно на больших глазах, на длинном веке. Если берете длинное веко, тогда уж либо будьте готовы пожертвовать заполняемостью, ну ничего страшного, обычно как бы там, ну сколько, ну 20 вы не заполните процентов, ну 30, но будет у вас 7 баллов вместо 10. Зато на визуале, да, все зависит от того, как вы привыкли работать, какие у вас есть сильные стороны. Если успеваете густые, берите густые. Я не вижу никогда прямой корреляции в том, что вот если густые, значит она молодец, вот она больше успела, а вот здесь средние ресницы густоты она не успела, значит мы ей вот баллы поставим одной выше, другой ниже. Нет, абсолютно так не считаю, потому что кроме густоты ресниц еще вот эти все параметры, если рассматривать, то видим, что может быть, у нее средние ресницы, но они криво растущие. И кому тогда сложнее работать? На прямые быстренько густые заполнить или сидеть вот долбаться с вот этими вот закорючками? Так, сейчас открою. Что у меня дальше? Плотность рядов также очень важна. Если вы не виртуоз в сложных моделированиях, если вы не виртуоз в работе с рядами, лучше брать моделей с ресницами, у которых ряды расположены плотнее друг к другу. Потому что когда шаг между рядами большой, как такую типичную ситуацию я могу назвать азиатское веко. Шаг между ресницами, между рядами большой, и тогда требуется большое количество изгибов соединить, большое количество длин смиксовать, чтобы вывести это все в ровную ресничную линию. Это бывает зачастую очень сложно. Нужно обращать внимание на ресницы, на отсутствие ресниц, которые растут вне ресничного ряда. То есть сильно выше или сильно ниже. Сильно ниже они при постановке пучка или реснички будут провисать. Не всегда получается сильным изгибом это все исправить и поставить ее в рядок на место со всеми ресницами. То же самое касается вверх растущих ресниц, то есть вне ресничного ряда наверху. Иногда бывает зона, которую нельзя не заполнить. Вот именно эта одна ресничка играет большую роль в заполняемости в визуале. Но если мы ее ставим, то есть там нужно сильно резать изгибы, подбирать много параметров по длине, это дополнительная сложность. Если вы чувствуете в себе силы, что вы с этим справитесь, у вас есть навык вот такого вот сложного моделирования, супер, берите таких моделей.
Ну и, конечно, хочется сказать про вырванные ресницы, да, которые мастера, по-моему, уже так никто не делает. Я не знаю. Возможно, конечно, такие варианты можно встретить, но раньше, я имею в виду год 2014, я начала с 2014 года участвовать. Моделям просто нещадно вырывали ресницы, реально клянусь, и с верхнего ряда, и с нижнего, и с внутренних углов, и с внешних. В общем, дело страшное. Я так, честно признаюсь, не делала никогда, но таких ситуаций видела и слышала очень-очень много. Иногда даже модели сами, конечно, были не против вот таких манипуляций и поддерживали мастера, говорили, давай вырвем то, что нам не нравится, мы все это вырвем. Но тогда индустрия наращивания ресниц еще не была так сильно развита, и даже организаторы чемпионатов, даже сами там, кто судейская коллеги, они сами не знали и могли не засчитывать ресницы, которые совершенно растут прямо вот на коже, на веке, они могли и их засчитывать в то, что это незаполняемость. И сейчас до сих пор можно встретить моделей, у которых вот прям нарощено до самого конца ресницы. Это, конечно, выглядит смешно, но с другой стороны, а что ей было делать? Вы сказали заполнять каждую там 10 первых ресниц. Она и заполнила первых 10 ресниц. Какие они, где они? Ну, они отсюда начинают расти. Поэтому такие нюансы нужно уточнять. Сейчас мы уже все более продвинутые, мы, конечно, никому ничего не чикаем, не режем, не вырываем. Судьи понимают, что вот эту ресницу там во внутреннем углу ее никак реально не достать, и если ее нарастить, ну, либо будет несимметрично, да, оба глаза, либо ее просто невозможно вот физически поставить туда, она там не нужна, она лишняя. Поэтому мы, конечно, когда в судейской коллегии сидим, мы считаем, ну, то есть мы стараемся адекватно оцениваем ситуацию, то есть внутренние и внешние углы, заполняемость отсуживаем, ну, как бы по критериям, по новым, не по тем старым критериям. Я, возможно, что-то забыла. Я назвала основные технические параметры, как выбрать модель для чемпионата, именно какие ресницы у нее должны быть, как удобно, какие есть нюансы. В любом случае, все эти параметры, все то, что я говорю, есть в 3 форматах. Это видео, это аудио и текст. Но и этой информации вам должно быть достаточно для того, чтобы начать правильно подбирать модель и не попасться на мелкие сложности на чемпионате по наращиванию ресниц. Потому что и без того там много нервов, и без того там куча всяких задач, которые нужно выполнить. А еще и если у модели ресницы сложные, так это вообще с ума можно сойти. Короче, участвуйте до встречи на чемпионатах. Удачи вам в выборе модели. И посмотрите обязательно видео первое, как выбрать модель для чемпионата. Это очень полезно. Это 2 взаимодополняющих видео. Сначала то, потом это.